это эмоции. Игра — это команда. Игра — это победа. Играют они, выигрываете вы. Париматч — официальный партнер Virtus.pro. Всем привет, друзья! Парни отыграли группы, отыграли первый день плей-офф. Сегодня у команды выходной. Я решила Вовчика вывести на экскурсию по нашим окрестностям. Мы сейчас находимся на территории бывшего завода «Большевик». Это очень близко к нашему отелю. Немножко как раз прогуляемся и поговорим. Ты как вообще? Вы вчера, мне кажется, очень вымотались все. Да, было тяжело на Редбулах, как обычно, но в принципе были силы играть. Я бы не сказал, что прям из-за усталости проиграли, но ликвиды очень хорошо подготовились и хорошо драфнули. Ну а с секретами вы еще вчера сыграли? С секретами мы играли, да, с секретами наоборот. Мы лучше драфтили и лучше играли. Арзик уже вчера в послематче вам сказал, что вот этот вот эффект растянутого ожидания, что когда у тебя первая игра утром, последняя игра чуть ли не ночью, это, конечно, сказывается на результатах. Вот ты сам внутри, как игрок, как это ощущаешь? Конечно, сказывается. Помню, даже давно еще тестили, как это играть, например, 2 КВ, потом час перерыв, играть еще 2 КВ. То есть это вообще не то. Даже час перерыва тебе уже потом впадлу становится играть, и у тебя голова не так варит. А так мы играем, например, 4-5 КВ подряд, и ты типа в этой интенсивной работе. Ну хотя бы там одно БО-3 пропустить, ладно, но не пропускать БО-3, потом 2 БО-1, потом уже садиться играть. Это абсурд. Если ты в винорах, обычно когда команда в винорах, у тебя преимущество за счет этого, иначе зачем ты там? То есть у тебя должен быть хотя бы хороший график. То, что ты заработал свое место в винорах, ты хотя бы имеешь это преимущество по времени. Но у тебя его на этом турнире не было. Поэтому, ничего прям критического. Вчерашний проигрыш нам даст наоборот, я считаю, буст по знаниям в игре и по драфтам, как это обычно бывает в последних турнирах. Мы же по лузерам идем. Вот, поэтому посмотрим. Сделаем выводы из проигрыша. Ты, кстати, сейчас перешел на другой режим сна. Расскажи, как это тебе помогает? Ну вот, игры же рано начинаются, да? То есть я просыпаюсь с утра, успеваю сыграть какой-нибудь паблик, там, очухаться, и уже, к игре бодрый. Обычно на турнирах, на большинства, я просыпался прямо к игре. Например, пил кофе, кушал быстро, завтракал. Через 20 минут играть, через 30. Часто ты такой сонный, первую игру проигрываешь, потом тебе по башке как будто бьет, но ты уже проиграл первую игру, нельзя уже ошибаться. Поэтому это только в плюс. А как команда воспринимает то, что вы играете дома, на домашнем турнире, но при этом вы не можете контактировать ни с кем из своих близких, из друзей? Когда месяцами не видишься, там, с своей девушкой, семьей и так далее, то это очень тяжело, то есть на расстоянии. Объяснить это тоже тяжело, почему так, как так. Они же сидят, ждут, там, скучают, а ты работой занят. Вот, тебе есть чем заняться. Они не понимают, почему так. Но правила для всех равны, поэтому все соблюдают. Да. Но со временем удалось объяснить и так далее. В предыдущих интервью с парнями мы уже обсудили вашу подготовку к эпицентру, но вот сейчас мы с тобой можем подвести такой промежуточный итог. В этом сезоне это такой единственный турнир, к которому мы так вот сильно подготовились. Прям 3 недели жестко тренировались. Лично я чувствую, что мы хорошо сейчас играем. И если мы не будем допускать ошибок, каких-нибудь грубых там на драфтах, то мы турнир спокойно можем выиграть. Команды начинают уже нащупывать мету. Какая она тебе, комфортно, некомфортно, нащупали ли вы ее? У каждой команды примерно, есть комфортный герой для каждой команды. Кто-то от чего-то играет. И, как показывает практика, если вывести команду из зоны комфорта, то она начинает импровизировать, и игра вообще не так идет. То есть, мы, например, может быть такие,
потому что Куров вчера как-то забанил хорошо и пикнул. Вот, поэтому тяжело становится, когда просто тебе твоих героев банят или воруют, и ты не знаешь, ну, чем играть, хочешь найти альтернативных героев, а они, ну, не так работают сильно, как то, что ты тренировал. Удивило ли тебя, что ликвиды даже с новым своим игроком разваливают ничуть не хуже, чем с Матумбой? Ну, вот они нащупали как-то вот это вот у них своя мета, вот зона комфорта Вихи, это вот всякие Мипа, Ланая и это ВРК. Вот. Он на них всю жизнь играет, отлично себя чувствует, они ему доверяют, он новый член команды. И поэтому они просто играют доту, дают ему вот, кого хочешь. Он говорит, давай мне этого, я развалю. Я уверен, так и происходит. И он разваливает. Ну, то есть его не заставляют играть, да, новое дыхание. Его не заставляют играть на каких-то героях, на которых он, например, не хочет. Они понимают, что это кончится плохо. Поэтому сейчас так дота строится, что на ком ты, ну, уверен, на каком герое, на том ты и развалишь. Перейдем сейчас с тобой немножко подробнее к Secret. Вот на мой взгляд, у вас какие-то уникальные взаимоотношения с этой командой. То есть, мне кажется, вы две такие команды, которые реально знают, как друг с другом играть, и кроме вас этого никто не знает. Вот в чем секрет? С ними как было. Мы с ними часто встречались в Винорах. Тот, кто проигрывал, потом побеждал турнир. Ну, мы сначала проиграли в Куала-Лумпуре в Винорах, потом выиграли турнир. На Чунцине же наоборот вроде как было. То есть команда, которая проиграет первой, делает выводы, и потом готовится по-другому. И то есть, ну, делает выводы, то есть они не ожидают, что ты можешь поменять. А они выиграли и думают, что это, ну, так же работает и ничего не будут менять. Поэтому, да, вот тонкости драфта они очень сильно решают. То есть нежелательно было бы сейчас встречаться повторно с секретами на этом турнире? Может быть, да, они всегда были неудобным соперником в плане, вот, опять же, драфтов. Не знаю, что там Пупей пикнет, Ну что да. он готовит. Это зомби в оффлейне, и малой не знает, что делать. Короче, да, у них много идей, и одна из команд, которая, ну, непредсказуема. Свап ролями соло, как это вообще происходит в команде? Как эти решения принимаются? Вообще, насколько тебе удобно на пятерке было играть? Как это происходит? Ну, если нужен, например, Лехе какой-то ключевой айтем в игре, он говорит, что ему нужно подфармить, я начинаю вардить. Вот, это часто так происходит. А свапы, например, на каких-то, ну, на Рубике он любит поиграть, у меня не особо получается, поэтому мы решили, что он будет играть ну, мы часто так свапаем, потому что считаем, что иногда 2-4,5 лучше, чем 4,5. Вот, это как-то наш стиль, мы поиграли так на КВ, и вроде как отлично получалось. В общем, хватит о доте, немножко о другом поговорим. Я вчера спалила краем глаза, как ты смотрел «Реальных пацанов». Ты реально смотришь сейчас этот сериал? Да, первый сезон смотрю. А ты не смотрел раньше? Смотрел, ты конечно. просто ностальгируешь. Пересматриваю, да, ностальгирую. Ну, это спонтанно вышло как-то. Морец приезжал снимать профайл Кентун. И что-то я тоже сижу, смотрю, он говорит, что ты смотришь? Я говорю, это «Реальные пацаны». Ну, объяснил ему, что это такое. Он говорит, о, круто. Ты что еще сейчас вообще смотришь, читаешь? Ну, помимо «Реальных пацанов», это, Ой. конечно, классика. Вот в последнее время вот вообще ничего не смотрю, не читаю. Ну, когда дома в кино выбираюсь, погулять как раз и что-нибудь посмотреть, что там вышло. А так времени вообще нету. Постоянно либо играешь, либо когда у тебя отдых, ты отдыхаешь. Вот. Мы вот были в Испании, отдыхали там недельку или полторы. Вот, было здорово, поэтому особо нет времени сидеть дома и что-то смотреть. Ну, ты обнулился в Испании? Да, очень хорошо отдохнули. По-моему, с момента, как ты купил дом для своей семьи, прошло уже что-то около года. Понятно, что ты редко бываешь дома и мало успеваешь времени там проводить, но вот, может быть, ты заметил, что изменилось за этот год, там, что там появилось? Наверняка же родители как-то вот улучшают это место, и как-то оно становится все прекраснее.
Да, там родители каждый день практически работают над домом, что-то улучшают, что-то добавляют. Отец там вообще там за территорией постоянно следит, там подстригает всякие эти кусты, там все вот это вот, за деревьями следит, за всей этой природой вокруг. Поэтому ему это в кайф, я думаю, и хорошо. А насколько вообще жизнь семьи изменилась с тех пор, как они переехали туда, в Сочи из Липецка? Ну, значительно изменилось. Они себя лучше чувствуют там в плане здоровья, потому что Липецк входит в топ-10 самых загрязненных городов России. Там заводы и так далее. Они себя там в плане здоровья очень плохо чувствовали. В Сочи там море и так далее. То есть я рад, что им там хорошо. Ну вот дом ты купил, а какая мечта следующая? Мечта? Ну да, может быть, какая-нибудь цель для реализации, вот думаешь, хочу. Опять же, я пытался об этом как-то подумать. Цель, может, какой-то бизнес свой или, что-то типа того. Хочу вообще какой-то бар или кафе, бар какой-нибудь открыть в Липецке. Да, и там и кальян будет. В общем, планирую как-то, может, после International открыть бар в Липецке. Вот, это один из планов. А пока игра в основном. Ну, понятное дело, да. Слушай, немножко про девушку твою хотела спросить. Настя играет в доту довольно часто, много, серьезно. Какой-нибудь был совет от нее, который тебе реально пригодился? Игровой. Был момент как-то, что-то мы общались, и она мне что-то про линию какую-то говорит, Brewmaster THD, что-то такое. Я говорю, что? Как обычно, диванный аналитик, все дела. На следующий день, в Чунцине, смотрю на спике Brewmaster THD, и они идут на одну линию. А потом она пишет, я ж тебе говорила. Говорит, молодец, это ты им подсказал. Я такой, что вообще, я не знал, что их пикнул. Как-то так произошло, я клянусь, так и было. Уже через несколько дней ты будешь сидеть в кабинке на турнире, на стадионе. Ты уже что-нибудь слышал про оформление сцены, вообще про то, что готовят организаторы? Нет, но я очень жду, чтобы увидеть это все, потому что это на Эпицентре всегда круто в плане этого. Я тебе говорил тогда еще в плане продакшена и всего. Посмотрим, там вот этот Рошан, который там, анимация появляется его и так далее. Так что я ничего не слышал и жду этого. Вот как раз ты мне говорил про то, что ты лично выделяешь именно игровой контент, который эпики делают по оформлению турнира. Как думаешь, вообще в целом игроки почему выделяют Эпицентр среди других турниров еще, помимо прочего? По качеству работы проделанной, я считаю. Это чувствуется, я чувствую. И смотришь, и видно, видно как это, что уровень Valve. Вот. То есть у них примерно такие же видеоролики, представления команд и так далее. На других турнирах такого особо нету. То есть на других турнирах ты приходишь, смотришь представление команд, мы ржем и вот так вот смотрим. Ты посмотри, какой ты на фотке получился. Обычно так происходит там на Чунцине или где-нибудь еще. Не в обиду, конечно, но как есть, мы просто стоим, угораем там с видеопрофайла. Слушай, я надеюсь, что, оказавшись на сцене, вы увидите свои профайлы, вам понравится. Я со своей стороны тоже постараюсь сделать все, чтобы вам было круто, комфортно, чтобы вас поддерживали ваши фанаты. Спасибо тебе большое, что ты выбрался наконец-то, и мы не записывали это интервью, сидя в отеле, прогулялись, подышали воздухом. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ставьте лайки и следите за нашими успехами на Эпицентре. Подписывайтесь на наш канал.